Под Атлантическим океаном, к югу от побережья Западной Африки, скрывается темная и безмолвная бездна. И там, на глубине в тысячи километров под ней, спутники Грейс зафиксировали так называемый призрачный сигнал, исходящий с границы ядра и мантии, и этот сигнал по-настоящему необычен. В этом выпуске мы подробно разберем, что за аномалия была обнаружена, почему ее нельзя списывать на мифы или проклятие Ктулху, как глубинные процессы под Африкой могут влиять на магнитное поле планеты и чем все это может обернуться для человечества. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на Boosty. Ответы, которых мы так долго ждали, уже совсем близко. Мы знаем, что гравитационные аномалии – это отклонение от идеального распределения гравитационного потенциала Земли, которые проявляются как локальные усиления, положительные аномалии, или ослабления, отрицательные. Они возникают потому, что внутри Земли масса распределена неравномерно. Плотные вкрапления, разломы, фазовые переходы минералов и плотностные потоки могут создавать локальные эффекты, которые проявляются на поверхности или ближе к ней, как отклонение гравитации. В прошлом геофизики пользовались гравиметрами на поверхности, морскими станциями и эталонными базисами. Но с запуском миссии Грейс и ее преемников появилась уникальная возможность картирования временной изменчивости гравитационного поля глобально. Если коротко, суть работы Грейс в следующем. Два почти идентичных спутника следуют один за другим. Когда они пролетают над регионом, где под поверхностью лежит избыточная масса, ближний спутник чуть ускоряется, а дальний чуть тормозится. И на расстояние между ними меняется на микроны. Эти микродельты измеряются и поправляются с учетом атмосферных и гидросферных влияний. Потом очищаются от фоновых компонентов, чтобы выявить чистый геофизический сигнал. Так формируется карта годовых или месячных гравитационных аномалий. В прошлом году появилась работа, где исследователи попытались преодолеть пробелы между сериями Грейс и Грейс-4 с помощью данных миссии SWARM, чтобы сделать карту более надежной и заполненной. Это важно, потому что в переходные периоды между миссиями, а также в условиях сильных помех, слабые сигналы могли быть замаскированы. Однако новые глобальные модели гравитации обновляются регулярно. Так что в этом году вышла новая версия, повышающая точность низкочастотных гармоник, что позволяет лучше выделять как крупные, так и малоуловимые тонкие сигналы. И платформа Gravels теперь представляет оперативные данные о массоаномалиях, которые исследователи могут свободно анализировать. Эти новинки дают основания пересмотреть старые карты и, возможно, обнаружить то, что раньше было скрыто. Так вот, пересматривая данные Грейс за годовой период, сотрудники обнаружили сигнал, который может соответствовать гравитационной аномалии у западного побережья Африки. Этот сигнал характеризуется как локальное усиление гравитации в глубинных слоях и согласуется время совпадения с аномалиями в магнитном поле, так называемые геомагнитные рывки, резко зафиксированные внешними миссиями того же времени. Гипотеза, которую высказывают авторы, заключается в том, что под поверхностью, примерно на глубине 2800 километров, где находится граница мантии и ядра, происходит фазовый переход минералов, вроде пировскита. Это особый класс вещества в более плотную структуру. Такой переход мог чуть утяжелить участок и вызвать перераспределение массы, которое спутники Грейс и зарегистрировали. При этом амплитуда перераспределения не была огромной. Речь идет о десятках сантиметров топографии на границе. Но вертикальное и горизонтальное перераспределение могло быть достаточно большим, чтобы сигнал был заметен. Соответствие времени с магнитной активностью наводит на мысль. Возможно, что динамика ядра и мантии действовали таким образом, что изменения на границе повлияли на электродинамику в ядре, запустив магнитные возмущения. Если эта гипотеза подтвердится, то она будет кардинально отличаться от большинства известных аномалий, которые зафиксированы в статистике. Обычно гравитационные аномалии рассматриваются как остаточные, то есть
то, что осталось от древних процессов: корковые структуры, старые субдукции и стойкие блоки плотной мантии. Здесь же речь идет об динамическом событии, произошедшем за человеческий срок. Не миллионы лет, как считалось ранее, а годы. Это похоже на то, как если бы мы заглянули внутрь механизма и увидели движение шестеренки, считавшейся неподвижной. Получается, что чего мы вообще не должны были увидеть, оказалось довольно подвижным по меркам человеческой жизни. Что же скрывается за этим открытием? Будем надеяться, что межзвездный объект 3I Atlas в этом не замешан. Итак, во-первых, конечно, неоднородности мантии. Области с чуть повышенной плотностью, обогащенные железом или другими тяжелыми элементами, или зоны, где уже протекают конвекционные потоки, могли привести к локальному подъему или вниз смещения массы. Но обычные модели мантии с ее медленной конвекцией не предсказывают резкие изменения за десятилетия. Во-вторых, фазовые переходы минералов, особенно в глубинных слоях, могут быть более чувствительными к температуре и давлению, чем мы думали. Не исключен вариант, что неустойчивый участок в мантийном минерале попал в некую пороговую зону и локально перешел в другую кристаллическую модификацию. В-третьих, можно предположить, что часть эффекта, артефакт или шум обработки, возможно, оставался неучтенный компонент, например, влияние гидросферных перемещений, миграции грунтовых вод и даже атмосферных давлений. Хотя исследователи уверены, что они проверяли чистку таких сигналов. Наконец, возможно, мы имеем дело с чем-то еще, не просто перераспределением массы, а эффектом, связанным с динамикой ядра, магнитогидродинамическими возмущениями, которые могут подтянуть к себе массоаномалию. Сейчас расскажу подробнее. Эти структуры – огромные зоны в нижней части земной мантии, где сейсмические волны проходят медленнее обычного. Если под Африкой или рядом действительно находится фрагмент такой области или ее край, и если этот край немного движется или меняет форму, это может влиять на распределение плотности вещества в недрах Земли. Кроме того, если внутри этой области происходят необычные тепловые процессы или потоки вещества, например, богатые металлами, то магнитные аномалии, которые мы наблюдаем на поверхности, могут быть отражением этих глубинных процессов. Например, распределение железа или особенности магнитного поля могут быть связаны с тем, что происходит на большой глубине. Однако пока нет убедительных доказательств того, что гравитационные и магнитные аномалии устойчиво совпадают в этих областях. Чаще всего они либо не совпадают, либо немного смещены относительно друг друга. Можно провести интересную параллель с Луной и Марсом. Там были картированы, то есть подробно нанесены на карту так называемые массовые аномалии, где под поверхностью скрываются плотные гравитационные ядра с повышенным притяжением, обычно расположены в пределах крупных ударных бассейнов. Вокруг них, наоборот, наблюдаются зоны с пониженной гравитацией. Исследователи объясняют происхождение масконов так. Когда в Луну врезался крупный метеорит и образовывал ударный бассейн, он выбил часть коры. Позже этот кратер заполнился лавой. Под ним мантия, глубинные породы, деформировалась, приспосабливаясь к новой массе. Этот процесс называется изостатической компенсацией. После остывания системы и затвердевания лавы возникла сложная гравитационная структура, собственно, маскон. Кроме того, на Луне есть магнитные аномалии, участки с остаточным, застывшим магнитным полем. Иногда они выглядят как магнитные полосы или локальные пятна, но не совпадают с гравитационными масконами. Это объясняется тем, что магнитное поле Луны, в отличие от трансформеров, давно умерло. У нее нет активного жидкого ядра, а магнетизм сохраняется лишь в породах, намагниченных в далеком прошлом. Так вот, на Земле ситуация гораздо сложнее. У нас есть активное ядро, где происходит движение расплавленных металлов, конвекция в мантии, постоянное перемешивание и дифференциация вещества. Все это создает динамическую систему, где гравитационные и магнитные процессы тесно связаны и постоянно меняются. Поэтому лунную модель нельзя напрямую применить к Земле. У нас совсем другой внутренний двигатель.
А вот на Марсе процессы находятся где-то между Луной и Землей. У него, вероятно, и было частично активное ядро, конвекция в мантии шла медленнее, а внутренние потоки вещества слабее. Поэтому марсианская гравитационная и магнитная структура стабильнее, чем у Земли, но более сложна, чем у Луны. Там тоже могут наблюдаться локальные гравитационные аномалии, связанные с распределением плотных пород или древними ударными структурами, но динамика этих процессов значительно меньше и медленнее. Получается, что на Земле при наличии активно движущейся мантии такие структуры, если они слишком резкие, склонны постепенно сглаживаться. Однако, если под Африкой существует нечто подобное, пусть сначала слабое, это могло бы представлять собой младшего брата Маскона, который еще не успокоился или не находится в процессе динамической эволюции. Такая структура могла бы взаимодействовать с потоками мантии, формируя локальные гравитационные аномалии и влияя на внутреннюю конвекцию. Эти факторы, учитывая активность мантии и возможные изменения в коре, уже сейчас могут представлять определенную угрозу, создавая условия для землетрясений, вулканической активности или других геодинамических процессов, как будто нам их не хватает. Но тем не менее, давайте немного пофантазируем, надеюсь, этим все и закончится. Что если бы такие аномалии были невероятно выражены, не тонким, едва уловимым сигналом, как сейчас, а мощной, возмущенной областью притяжения с гравитацией на десятки процентов выше нормального фона? К сожалению, не все было бы так спокойно, как сейчас. Если бы на Земле образовалась мощная гравитационная аномалия, зона с повышенной плотностью в недрах, вода и океаны начали бы стекать к этой области, поэтому готовьте надувной плот. На поверхности мог бы появиться локальный гребень уровня моря с водой, постепенно двигающийся к центру аномалии, создавая сильные потоки. Спутники вокруг Земли также почувствовали бы это сразу. Их орбиты начали бы искривляться, навигация требовала бы постоянных корректировок, так что регулярные маневры стали бы нормой. Наземные сооружения, такие как плотины, дамбы и каналы, потенциально могут испытывать дополнительные нагрузки вблизи крупных гравитационных аномалий. Даже небольшие локальные изменения гравитационного поля влияют на распределение напряжения в грунте, постепенно превращая их в водные аттракционы. Например, в районе Бразильского щита или Гималайского региона, где наблюдаются локальные гравитационные максимумы, из-за плотных коровых блоков фиксируются микросмещения грунта и постепенные деформации строений. Если участок фундамента подвергается более сильному притяжению, плотность грунта увеличивается, вызывая микроперемещение здания и сооружений, которые со временем могут накапливаться, создавая трещины или неравномерные осадки. Такие эффекты соответствуют базовым принципам механики грунтов и геофизики. Любое перераспределение массы в мантии и литосфере изменяет локальное гравитационное поле, что в свою очередь влияет на поверхность и строение. В регионах с сильными гравитационными аномалиями, например, вблизи гравитационного максимума Иллинойс Арканзасского щита, исследователи отмечают необходимость корректировок в проектировании инженерных сооружений и наблюдения за микродеформациями земной коры. В экстремальных случаях, если сама аномалия менялась бы со временем, это могло бы стимулировать конвекционные потоки в мантии, то есть усиление движения расплавленных пород в глубине Земли. Можно представить это как прилив гравитации, усиливающий внутренние движения планеты. Но стоит подчеркнуть, такие эффекты крайне маловероятны при реально возможных контрастах плотности. Мы ведь не увидим, чтобы человечество дружно качнулось на одну сторону Земли и весело скатилось на другую. Физика пока не настолько впечатляющая. Однако, как мы видим, даже микроскопические эффекты, действующие на протяжении тысячи лет и, как оказалось, особенно за последние годы, способны оказывать влияние на геодинамику, перераспределение осадков, гидрологические потоки и баланс массы в литосфере. В масштабах планеты такие незаметные колебания порой делают куда больше, чем все наши инженерные амбиции. В любом случае, проверить гипотезу о глубинной аномалии помогут будущие миссии, детальные сейсмические томографии и междисциплинарный подход.
Только сочетание гравиметрии, сейсмологии, минералогии, геодинамики и магнитной геофизики даст окончательный ответ. Если окажется, что недра Земли активнее, чем мы думали, а процессы внутри планеты куда интенсивнее, жизнь станет гораздо, насыщеннее, что ли. Но паниковать не стоит. По крайней мере, пока Земля решает не устраивать геодинамическое шоу, где океаны текут сами по себе, горы смещаются, а мы, люди, выступаем в роли добровольных статистов.